Приветствую всех на канале. Алекс Моторный, ваш туристический гид по Харьковской области. Сегодня приглашаю вас в Циркуны. Это село в Харьковской области, расположенное на берегу реки Харьков. Здесь прекрасные живописные места, дубовый лес и Вяловское водохранилище. Сюда приезжало много людей отдохнуть на природе. На территории Циркунов были обнаружены остатки поселений времен Древнего неолита и Бронзового века. В Циркунах находится один из самых старинных и красивых храмов Харьковщины – церковь Святого Николая. Циркуны – поселок в нескольких километрах от Харькова. В наши дни село остается горячей точкой и практически ежедневно подвергается обстрелам. Итак, в сегодняшнем видеоматериале я расскажу об истории и современности села Циркуны. Территория Циркунов, как я уже упомянул, была заселена еще со времен неолита и Бронзового века. Позже здесь поселились скифские племена, которые основали несколько городищ и могильник. Затем на территории Циркунов обитали племена салтовской культуры. В первой половине 17 века здесь построили городище, которое еще называют Гуляй-город. Городище было окружено массивными валами, защищающими поселенцев от татарских набегов. Село впервые упоминается в 1671 году. Название произошло от фамилий первых поселенцев Циркунов. Но это первое упоминание. А вот селом Циркуны стали в 1775 году. Позже Циркуны стали центром Циркуновской волости Харьковского уезда. К концу 19 века здесь проживало около 3000 человек. В селе было порядка 300 дворовых хозяйств, работал храм. Так, на 1878 год здесь были также школа, хлебный запасной магазин, 2 лавки, 2 постоялых двора, 1296 мужчин и 1195 женщин. Уже к началу 20 века население села выросло почти вдвое. Так, по состоянию на 1914 год число жителей выросло до 6416 человек. После Октябрьской революции 1917 года в Циркунах организованы 3 артели – Незаможник, Червоный колос и Вперед. Также основаны 6 колхозов, которые в 1950 году объединились в один. В 20 веке население Циркунов заметно уменьшилось, поскольку многие жители села переехали жить в Харьков. В 1966 году население поселка составляло 4385 человек. По данным на середину 1970-х годов, за единственным колхозом были закреплены 3805 гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 2800 гектаров пахотной земли. Имелся консервный цех с производственной мощностью более 1 миллиона условных банок за сезон, а направление хозяйства – овощемолочное. Кстати, в 2001 году была проведена перепись населения, и жителей оказалось 6310 человек, 2921 мужчина и 3389 женщин. В 2012 году к Киевскому району Харькова была присоединена часть земель Циркуновского сельсовета, а позже некоторые улицы Циркунов вошли в состав Харькова. Циркуны находятся в живописных местах на берегу реки Харьков, в месте впадения в нее речки Вялой, недалеко от села Черкасские Тишки и всего в 2 километрах от Харькова. В окрестностях Циркунов историки обнаружили важные археологические находки, 2 стоянки времен неолита, 2 поселения бронзовой эпохи, а также поселения и городища скифского времени. Через село Циркуны проходит автомобильная дорога Харьков-Липцы. Рядом находится Харьковская окружная дорога. До февраля 2022 года Циркуны имели довольно развитую инфраструктуру.
В селе более 1400 дворов. Основная часть из них – старинные дома имперской постройки и дома советской постройки. Строились также и современные частные коттеджи. Улицы поселка асфальтированы. На главной площади находится сельсовет с аллеями и памятниками. Есть супермаркет и библиотеки с общим книжным фондом 20 тысяч книг. Также есть здесь детский сад, больница. В селе расположен стадион и спортивные площадки. В Циркунах развита промышленность, овощи-молочные хозяйства, консервный цех, мясокомбинат «Циркуновский», молочно-товарная ферма, а также другие предприятия. Здесь находились пару кафе и ресторана, гостиничный комплекс, ресторан украинской кухни, гостиница со всеми удобствами, а также бассейн. В селе есть братская могила солдат советских воинов, где похоронено 147 человек. Главной достопримечательностью Циркунов является церковь Николая Чудотворца. Храм считается одним из самых старинных и красивых в Харьковской области. Первый деревянный храм был построен здесь в 1670 году и посвящен святому Николаю. В 1752 году храм был освящен пресвященным Иосафом. В 1816 году вместо деревянного храма построили каменную церковь с оградой и колокольней. Кошевой генерал Федор Яковлевич Михайловский-Бурсак, живший в то время в Циркунах, выделил значительную сумму денег на обновление святого места. Сегодня в Свято-Николаевском храме Циркунов находятся столетние иконы, среди которых Тихвинская икона Божьей Матери и образ святителя Николая. Новый храм открыли в 2004 году. Главным природным местом Циркунов является Вяловское водохранилище. Оно расположено на реке Вялый. Длина его 5 километров, а ширина 600 метров. Вяловское водохранилище соединено с Печенежским водохранилищем и Харьковом подземными водами. Водохранилище построили в 1932 году как резервное водохранилище Харькова. В 1968 году его реконструировали. В 70-е годы XX века резервный комплекс был дополнен Муромским и Травинским водохранилищами. – 24 февраля 2022 года в ходе вторжения России село перешло под контроль вооруженных сил Российской Федерации. Использовалось как опорная точка для танковых атак на Харьков, артиллерийских обстрелов района Северная Салтовка. 7 мая 2022 года вооруженные силы Украины восстановили контроль над селом, но все равно село обстреливалось и обстреливается вооруженными силами Российской Федерации. Циркуны – это не просто название на карте, а настоящий символ мужественности и несокрушимости. Жители этого поселка пережили трудные времена. Многие выехали из Циркунов, но многие из местных жителей остались здесь, стойко выдерживая все испытания, пришедшие на их судьбу. На когда-то оживленной трассе в Циркуны сегодня абсолютно пусто. На обочинах разбитые заправки, сгоревшие магазины, переломанные бетонные столбы и частные дома с продырявленными крышами. В мае 2023 года село начали активно разминировать.
Над расчисткой территории от боеприпасов ежедневно работали около 200 расчетов взрывотехников вместе с кинологами. За время разминирования саперы обнаружили и обезвредили более 1500 взрывоопасных предметов. Здесь, в Циркунах, находилась пушистая общага. Это такой частный приют для бездомных животных, причем зачастую инвалидов, которая из-за войны прекратила свое существование. Многих животных, к сожалению, не смогли спасти и эвакуировать. Правительство Украины выделило более 5 миллиардов на экспериментальный проект по восстановлению 5 населенных пунктов, в том числе и Циркуны. Село было отобрано для пилотного проекта комплексного восстановления по принципу «лучше, чем было». Его планируют сделать образцом для дальнейшего восстановления всей страны. Но в 2025 году служба восстановления начнет только работы по проектированию, пока не подтверждена целесообразность работ по восстановлению поселка. Из-за регулярных обстрелов село Циркуны планировали заменить в проекте по восстановлению от правительства на другой населенный пункт.